танке Classic разработчики добавили долгожданные обновы. Премиум подписка уже прямо сейчас доступна на тестовом сервере, который начисляется автоматически для тех, кто приобрел серебряное и золотое спецпредложение по раннему доступу, то есть ностальгия и старая школа. А для тех, кто эти предложения не приобретал, премиум аккаунт продается в гараже. У меня написано, что 0 кристаллов, ну потому что у меня уже премиум аккаунт начислен. Но Орех писал, что он будет стоить символическую пошлину 100 кристаллов. Помимо всего прочего, обновлен экран завершения боя и перезапуска карты. Что мы в этом видео, друзья, сейчас обязательно проверим. Что касается премиум аккаунта, то сейчас посмотрим его функционал. По идее, в битве тоже чат будет доступен. Плюс 20% к опыту в битве и возможность создавать бои. Сейчас посмотрим, что там происходит в боях. И еще вот по поводу премиум аккаунта. У вас, наверное, вопрос возникает, у кого тогда премиум аккаунта нет, если все предложения по пропуску в игру дают этот прем автоматически. На что я спросил у Ореха прямо здесь, в этом видео в чате, про обещанные дешевые спецпредложения, которые будут в будущем давать доступ в классику. Он ответил, что пока что еще нет. В самое дешевое предложение не добавлен пропуск в классик. Ведь именно самое дешевое предложение будет давать доступ, но без премиум аккаунта. И как раз вот для игроков, которые будут заходить в танки классик по дешевому предложению, возможность покупки в гараже и присутствует. Так, ну и тоже напоминаю, что Орех говорил, что он еще не определился. Это будет все-таки в самом дешевом предложении, это допуск, либо же будет какое-то вообще новое предложение. Ну, пока ждем, еще над ним работают, как он написал здесь в чате. Друзья, перед тем, как мы будем все рассматривать, хочу попросить вас поставить обязательно лайк на это видео и рассказать про такого игрока, как Парниша Серьезный. Думаю, многие уже с ним знакомы. Это тот человек, который практически каждый раз находится в топ-1 по голдам в рейтинге танков онлайн. На стримах устраивает кучу розыгрышей для зрителей. Не для себя, а именно для зрителей. И у него есть свой собственный YouTube-канал по танкам онлайн. Он снимает видосы, шорты, и у него в видосах присутствует та самая фирменная ловля золотых ящиков, включая рубиновые голды. Для начинающего канала у него уже имеются неплохие просмотры, поэтому, друзья, поддержите парнишку по ссылке в описании, подпиской на канал, ну а также обязательно зацените его нарезки, что сейчас в наше время достаточно редкое явление. Ссылка на Парнишу Серьезного в описании. Так, ну давайте начнем с самого интересного создания битв. Ну, в принципе, как я и предполагал, пока то же самое все, как и было у нас до премиум подписки. Интересно будет посмотреть на контрасте на аккаунте, на котором нет премиум аккаунта, как вообще этот человек видит игру, видит ли он вообще общий чат, или это распространяется только на чат в битве. Ну, давайте зайдем, сейчас проверим, есть ли чат в самой битве, потому что до этого его не было. Возможно, что чат распространяется именно на сами битвы. Нет, друзья. Нет, я не знаю, это недоработка, может быть какая-то или что. Но пока что, как видите, вот я зашел в битву, у всех премиум аккаунты у нас отображаются, да? Причем в самой игре отображается прем-аккаунт. Что касается самого таба, в табе, как видите, нет отображения премов. Ну, я вообще думал, что чат будет доступен здесь в битве. Здесь в битве чат недоступен, поэтому предлагаю сейчас выйти и проверить момент с начислением приза, да, и завершением самой битвы, как работает новая вот эта вот обнова с обновленным экраном завершения битвы. Что касается характеристик пушек, вот баланс тоже тут немного обновлен, я уже на стриме эту тему поднимал. Для тех, кто не знает, тут такое ощущение, что пушки первой и второй линейки разделились по силе, потому что если даже взглянуть на огнемет Фриз, посмотрите на количество урона, наносимого огнеметом М3, 40, да, урона стоит, а у Фриза, у М0, урон 48, что говорит о том, что Фриз М0 тоже достаточно эффективный по характеристикам, но мы тестировали его в битве на стриме, ему категорически баллона не хватает. А вот если М3 сравнивать, Фриз против Жиги М3, то как будто бы Фриз второй линейки кажется мощнее. Поэтому на это обратите внимание. Вообще много вот различных характеристик видоизменилось. У некоторых пушек, например, вот рельсу взять, да, если ее сравнить с другим скином, с рельсы XT, например, у рельсы XT больше хп нарисовано. Сейчас у Legacy, давайте взглянем. У Legacy меньше хп нарисовано. Но, видимо, там какой-то баланс присутствует, связанный с перезарядкой пушки. Потому что, насколько я помню, XT скины, они не дают никакого преимущества, они просто по-другому сбалансированы, а все плюс-минус остается играбельным. Самая, конечно, яркая картина это вот с Фризом. Заметно с его характеристиками. Ну, скорее всего, тоже это тут такой вариант баланс присутствует, что плюс-минус играбельно будет и Фриз второй линейки, и Жига первой линейки. Сейчас проверим, как завершается у нас битва. Ну, давайте создадим что-нибудь. Давайте платошку создадим. На платошке вот сейчас проверим. Давайте даже режим Джиггернаут, ну так, для разнообразия. Сделаем и создадим на минуту. Время 1 минута. Проверим, как выглядит завершение боя. Так, битва, кстати, по поводу создания битв. Тоже важный момент, про это Орех не писал. Ну-ка, дайте я проверю сейчас на всякий случай. Починился ли момент с ранг-лимитом? Нет, ранг-лимиты пока не исправлены. Даже если вот так вот нажать. Ну да, ранг-лимиты пока не совсем корректно отображаются. Так, давайте заходим в нашу битву, где я создавал режим Джаггернаут. Я уже забыл, какой из этих
режимов Джаггернаут был. Ладно, не страшно, давайте пересоздадим. Пересоздадим еще разок. Вот примерно вот по таким ползункам, как я делаю, видите, я до конца их не дотягиваю. С такими параметрами битвы более-менее грамотно создаются, отображаются. Так, 1 минута. Джаггернаут. Вот, заходим. Кристаллы у нас все так же падают. Для тех, кто вот новичок, спрашивает, как нам прокачаться, как играть с высокими званиями, пока тут еще не введено обновление с ранг-лимитами. Заходите в плато, например. Ну, это самая такая удобная карта, где кристаллики рядом падают. Вам даже игроки никакие не нужны. Тупо заходите, собираете кристаллики и таким образом, ну, фармите. Конечно, в идеале лучше друга иметь, а лучше 2. Лучше еще 3. Ну, или мультов. Потому что тут кач не запрещен, он полностью легализован. Заходите, собираете кристаллики. Сейчас номинал кристалла 1. И опыт тоже плюс 1 прибавляется. Конечно, раньше плюс 10 было. Иногда в некоторых моментах. Но сейчас по плюс 1 номиналу. Ну, короче, лучше иметь какие-то мульты, либо друзей в закрытых битвах качаться. Так, вот битва завершается. И что мы видим? А, вот оно, вот, да, появился наконец-то у нас. Смотрите, как это только работает. Я вот так нажимаю. У меня как будто 2 таба друг на друга накладывается. И вот сам таймер появился до начала боя, да. И приз наконец-то тоже, друзья, отображается. Теперь в боях можно будет наблюдать, какой фонд вы наконец-то получаете, а не считать все это вручную. Ну, конечно, как видите, получается так, что тап на тап накладывается. Но все равно хорошо. Хорошо, что наконец-то починили этот момент. Хотя бы так. Давайте сейчас еще раз, я дождусь, еще раз взглянем на этот обновленный таб, и появляется автоматически, не нужно нажимать ничего. Ну, конечно, таб, если вы будете нажимать, он дублирует просто эту иконочку. Ну вот, короче, какая разница. Раньше приз не отображался, сейчас отображается, и плюс до начала боя у нас есть таймер окончания. Если нажать кнопку «Выйти», кнопка, да, кликабельная, все работает. По поводу резистов внешне тут пока не написано, какие проценты. И цены вроде не поменялись, как были, так и остались. Что касается заданий. Заданки пока на месте. Челлендж не обнулился ли там? Челлендж пока тоже не обнулился. А, кстати, давайте откроем в этом видео в конце ролика 3 контейнера, посмотрим, что мне выпадет. Но перед этим еще такой вот моментик хочется поднять. По поводу закрытых битв, вот про то, что я рассказывал про кач в классике, да. Ведь многие считают, что если будет кач легализован, то все тупо будут играть в закрытках, тупо качаться там на острове, на полигоне. И у нас битв как таковых в табе здесь не будет. И этот момент тоже, друзья, Орех прокомментировал. От этого всего нас спасет как раз тот же премиум аккаунт. Потому что без премиум аккаунта вы такой бой не создадите. И по статистике Ореха, игроки, которые платят, да, вообще в игру, кто донатит, что это лишь 2% от всех игроков. И таким образом, то есть 98% у нас просто-напросто игроков отрезается, и уже очень сильно, прям вот существенно сокращается вот эта вот лазейка, сокращается количество игроков, которые будут создавать эти закрытые битвы с качем. И такие игроки без прем-аккаунта, они могут играть только в битвы, вот, которые уже созданы. А также существует волшебная кнопочка в бой, которая у нас здесь вот присутствует. Если кликнуть на нее, то создается автоматически созданная рандомная битва. Это не полигоны там, да, не остров. Ну, конечно, тоже может, наверное, остров в полигон создаться, но в общем и целом битвы создаются тут рандомно с автоматически установленными настройками битвы по умолчанию. И прокачиваться, друзья, в закрытых битвах смогут только игроки, имеющие премиум подписку. Сейчас на тесте просто слишком сильно видно эту проблему, да, что вот люди там качаются, не качаются в закрытых битвах, потому что на тесте все игроки платные. Тут нет игроков бесплатных, тут все играют по платному пропуску в саму классику. То есть, получается, если заплатили деньги, значит, могут нарушать правила. Теперь такая тут позиция. Тоже вот мне показался интересный вопрос, на что Орех ответил, что просто нет тут никаких правил. Тут такого правила нет, не будет, и что классика — это не танки онлайн, это танки классик. То есть тут свобода действий у игроков, игроки тут делают все, что хотят, наслаждаются как хотят. В общем, друзья, пока такие новости классики. В ближайшее время ожидаем еще появления нового спецпредложения, более дешевого, либо обновления нынешнего самого дешевого предложения, через которое могут зайти многие игроки, которые не готовы приобретать более дорогие спецухи. Что касается официального роудмапа, до сих пор у нас разработчики на пункте с боевым ходом находятся. Хотя премиум аккаунт вот уже ввели. Где он тут у нас? Вот премиум аккаунт в предпоследнем пункте. Могли бы его, наверное, уже отметить. Пока так, премиум подписка будет работать. То есть ограничения будут у нас распространяться на общий чат. Что для меня, кстати, является удивительным, потому что я думал, что премиум подписка, наоборот, даст доступ общаться в чате к самой битве. А общий чат будет доступен для всех. Но в любом случае, пока я не могу это проверить, потому что у меня есть премиум аккаунт. Интересно будет посмотреть со стороны игрока, у которого его нет. Как у него будет выглядеть эта игра. Также в этом обновлении у нас обновление
обновлен сам тап. С завершением боя появился таймер и приз. Какое количество кристаллов забыл, вы получаете. Теперь корректно отображается. Так, давайте откроем тогда 3 контейнера, посмотрим, что выпадет. И прямо сейчас в чате тоже тут интересный вопрос задали. Кстати, тоже насущий вопрос такой. Когда будет строка опыта светиться при уничтожении противника? Орех отвечает: будет. Ну, будет тоже, да, этот момент есть такой, есть недоработанный. Тоже светиться полосочка у нас будет. Так, ну давайте открываем конты, что выпадет, посмотрим. Так, ускорение раз, что еще? Кристаллы 1000, неплохо. И 3-й конт, и еще 125 рекомплектов. Выпадает мне, неплохо у меня, кстати, уже аптечек накопилось. Ну и кристаллы тоже имеются. Будем тестировать, что-то приобретать. Возможно, вот Изиду приобрету, на стриме поиграем. Возможно, какие-то другие крупса еще будем тестировать. Хочется, конечно, прокачать еще резист от рельсы Грома Шафта, который является самым дорогим здесь в этой игре. В общем, друзья, пока такие новости классики. Для тех, кто использует лучший тег создателя контента Ник10 в настройках вашего аккаунта, идет розыгрыш на 15 000 рублей, где будет 3 победителя. Итоги будут 23 февраля на стриме в прямом эфире. Обязательно участвуйте в этом розыгрыше. Условия максимально простые. Подписаться на мой канал, на канал Парниш Серьезного, и отправить скриншот с установленным тегом под пост с этим конкурсом. Все максимально просто. Ссылка на конкурс в описании. Помимо денежного конкурса, есть также конкурс на промокоды в танках онлайн. Тоже условия максимально простые. Устанавливайте тег Ник10 и заполняйте специальную форму, которая указана в описании. На этом пока все. Следим за обновлениями в классике. Ставьте, друзья, обязательно лайк на это видео. На канал подписывайтесь, если не подписаны. Всех благодарю за просмотр.